Сколько людей, столько и мнений, столько же комбинаций свойств акустических систем. Чем больше аудиофанатизм, тем строже требования и непримиримее споры. Особенности выбора современных двухполосных активных компактных колонок я покажу на примере линейки S от Edifier. Сегодняшний выпуск я веду из зоны 51, что в Киеве на Шулявке. Это одно из немногих мест, где можно сравнить и послушать и застать вообще все модели вместе. В частности, речь идет о лакшери серии S от Edifier. Я говорю о 2.0 системах, и сегодняшний выпуск адресован именно им. И в качестве альтернативы я покажу еще и поставив рядом модель, самую популярную S360, последняя модель трифоника от Эдика, в которой в принципе конкурируют. Хотя для любителей чистого аудио, конечно, 2.0 это основной формат. И остановимся сегодня на нем. Как же выбрать, какую из этих моделей нужно выбрать в том или ином случае для любителя тех или иных оттенков звучания и функциональных возможностей. Что касается функциональных возможностей, то вся линейка имеет, безусловно, набор аналоговых входов, цифровых входов, то есть коаксиал и оптику. И две из этих моделей имеют и вход USB, Hi-Res. Эта улыбочка висит вот здесь, мы видим, это S3000 от Edifier и S880 от Edifier тоже. Это модель S1000, самая первая из линейки, которая, собственно, дала начало этой линейке, задала темп, дизайн, общий концепт определила. То есть дизайн выполнен с намеком на Sonus Faber, уже обкатанный соответственным брендом. Он себя оправдал, в домашних условиях он смотрится очень неплохо, по-домашнему, так сказать, в отличие от казенных корпусов, предположим, ну вот стоит модель какая R2000DB. Мне, между прочим, этот old style нравится, может быть, даже больше, но это мои радости, как бы я не настаиваю. Итак, что общего у этих моделей, которые я сегодня представил к выбору? Прежде всего, это то, что они самые современные на рынке, ну, по крайней мере, из тех, что я знаю, и тех, которые доступны для покупки рядовым пользователям без фанатизма, выбирающим систему для домашнего комфортного звучания в ближнем или среднем поле. Многие берут ее в качестве домашней акустики, такая категория бывший Hi-Fi, который давно умер, в частности, отдела в магазинах, продающий такую технику, я уже давно не встречал. Итак, объединяет эти системы, это, конечно, электронная начинка и технологии исполнения драйверов, то есть излучателей, то есть динамиков. Они самые современные, которые доступны на сегодняшний день, с применением редкоземельных магнитов, то есть неодимовых магнитов в твиттерах, например, алюминиевые диффузоры, на анализаторе Клиппеля оптимизированные, все форма, вес, размер диффузора, и это сделано для того, чтобы в небольшом сравнительно корпусе резонатора, а каждая колонка является собой, собственно, резонатор, то есть, в частности, это мы видим порт фазоинвертора. Низкочастотный динамик работает сам по себе, излучает через порт фазоинвертора. Низкие частоты получают дополнительное усиление, и все это сводится в очень линейную, очень приятно звучащую систему. Так вот, эти резонаторы выполнены в очень малом объеме, что довольно трудно для разработчика, но единственное приемлемо в домашних условиях. Так вот, очень современная технология исполнения динамиков, излучателей, это архиважно, и электроника, самая последняя. Электроника американская, Texas Instruments в основном, National Semiconductor и прочие бренды, которые производят по последнему слову технику, аудиопроцессоры, контроллеры, аудиоконтроллеры. И, конечно, выходные усилители с шим, это усилители класса D, которые, кроме того, что имеют низкое потребление, еще обладают очень неплохим качеством.
Кроме пониженного энергопотребления, усилители еще и обладают довольно неплохими параметрами с акустической точки зрения, то есть для применения в аудиотехнике. Давно прошли времена, когда они подвергались критике и использовались только в автоаудио, в незатейливых, недорогих системах. Сейчас эти чипы стоят подороже, чем аналоговые чипы, которые, кстати, снимаются потихоньку с производства, вытесняются этими чипами. То есть, короче говоря, электроника здесь, в этих моделях, выполнена, скажем, на высшем уровне на сегодняшний день, по крайней мере. Отдельно хочу отметить блоки питания. Во всех этих моделях они импульсные. То есть традиционного для аудиотехники понижающего трансформатора с выпрямителем и накопительными конденсаторами нет и в помине. Есть блок питания, примерно аналогичный тому, который используется в компьютерах. Он имеет неплохую перегрузочную способность, очень хорошие энергетические характеристики, полное соответствие с новыми правилами энергосбережения, принятыми во всем мире, пожалуй. Итак, по начинке, по актуальности, по современности эти колонки примерно паритетны. В чем же разница? Ну, разница прежде всего бросается в глаза в габаритах. Младшенькая 880 явно уступает по габаритам всем, но слово «уступает» здесь не совсем уместно. Скорее всего, она лидирует в плане юзабельности или, как сказать, подходящести для домашнего применения. Не у всех на столе найдется место для установки, например, 3000-й системы, да и любой из этой. А это поместится вероятнее всего. Платой за эту беду является, конечно, маленький размер низкочастотного динамика. И от этого в звуковом балансе преобладает верхний бас, а не всем пользователям это нравится. Многие ищут низкий, глубокий, жирный, даже затянутый бас. Это иногда выдается за желаемое. Я могу сказать, что да, чем-то же надо жертвовать. Нельзя сказать, что это одинаковые модели. Хотя в параметрах, которые на них указаны, цифры могут, в общем, и незаметно отличаться. То есть нижняя рабочая частота у них у всех крутится в районе 40 Гц, например. И спрашивается, зачем тогда покупать в 2-3 раза больше колонки или даже еще более дорогие колонки. Оказывается, эти цифры не совсем отображают реальное положение дел. Нас интересует не сколько этих самых Гц звучит, а как они звучат. Так вот, даже из коридора, даже любая домохозяйка с голубыми волосами заметит и отметит разницу в звучании маленькой модели 880 и любой из этих. Просто так, потому что баланс будет другой. То есть баланс я называю соотношение частот. Амплитудно-частотная характеристика такая неровная, вы знаете. Так вот, из-за этих изломов, изгибов, в конечном итоге все-таки получается есть система с более глубоким балансом, более низкочастотным, и с менее низкочастотным, более выраженным среднечастотным диапазоном, к которым относится, например, 880. Конечно, каждый пользователь волен подключить сабвуфер к такой системе. Иногда, когда в системе сабвуфер есть, это несложно. А иногда, когда выхода этого нет, это становится даже невозможным. Ну, например, как подключить сабвуфер к акустической системе, у которой нет, допустим, выхода на сабвуфер. И с тем, чтобы регулировать громкость в одном месте, одной ручкой, так скажем. Это невозможно. Нужно подать сигнал одновременно и туда, и сюда. Если сделать переходник, какой-то разветвитель, то все равно громкость будет здесь регулироваться сама по себе, там сама по себе, что, в общем, делает управление системой очень неудобным. Ну, выход есть, конечно, как всегда, есть выход. Это купить сабвуфер, у которого развитая система входов-выходов, и подключить эти колонки в качестве сателлит. Это можно сделать, но тогда сабвуфер будет подороже стоить, конечно. Ну, тут такое дело. Если хочешь что-то получить, приходится предпринимать какие-то действия, тем какие-то жертвы, траты и так далее. Каждая из этих систем имеет набор входов, который, в принципе, удовлетворит любого пользователя. Ну, в частности, если у вас есть какой-то очень вожделенный ЦАП, который вы выстрадали спустя
какую-то работу, провели какую-то работу, приобрели его или участвовали в его создании, и вы хотите непременно подключить колонки по аналогу, вы можете подключить их к любой из этих систем. Но потом этот аналоговый сигнал преобразуется в шим и выдастся в модулированном виде, уже к динамикам подойдет, там он сгладится и воспроизведется. Если вы не имеете какого-то очень хорошего, повторяю, ЦАПа или аудиокарты, то, конечно, предпочтительнее, скорее всего, может оказаться цифровой вход. Цифровые наборы входов есть в каждой из этих систем. Это проще всего, пожалуй. Однако некоторые люди ищут таких каких-то затейливых оттенков звучания, что лучше не всегда то, что им надо. Иногда ищется определенный окрас звучания. В этом плане можно проследить разницу по звуковым картам. Вот одни говорят, что вот такая карта, допустим, она звучит более тепло, та карта более холодно, или ЦАПы, предположим. И в таких случаях может и по цифре, и по аналогу состояться отбор источника сигнала. Но в любом случае любая из этих колонок предоставляет полный набор, вот здесь включая USB, вы видите, и тем более включая балансные входы. Для чего балансные входы? Балансный вход обеспечивает работу с меньшим уровнем помех на длинные линии, применяется активно в студийной технике, другими словами, в студийной технике другого подсоединения нет вообще. И при этом у него довольно высокий уровень сигнала, что обеспечивает расширенный динамический диапазон. Что такое динамический диапазон? Это разница между хорошо различимым тихим и громким звуком. Кстати, регулирование громкости во всех этих системах, оно совершается многооборотным регулятором громкости. Многооборотным. Не крутилочкой на полоборота сюда, пол сюда, как это было в обычных старого поколения колонках, а вот более современным образом. К недостаткам такой системы следует отнести, кстати, небольшой динамический диапазон. Некоторые люди жалуются, что у них громкость начинает регулироваться с ненулевого уровня. Ну да, этим приходится жертвовать. Там в таких системах диапазон регулировки может составлять, допустим, 60 дБ, а весь диапазон, динамический диапазон, допустим, 80 бит. То есть стартует тогда регулировка с 20, несложно сообразить, дБ. Эти жертвы имеет смысл принести, потому что этот регулятор обладает просто миллионом каких-то дополнительных положительных свойств, в отличие от обычной крутилки, старой древней. Обычные крутилки, кстати, старые древние, ну совсем плохие. Люди помнят, наверное, что сигнал неравномерно подается на правый и левый канал, хрипы при регулировке, так крутишь, она хр-хр-хр делает и так дальше. И еще низкий ресурс, разные причины багов. У таких регуляторов, у этих регуляторов таких багов нет. Здесь вообще одной секции регулируется хоть 20 каналов, и все равно сколько регулировать, потому что управляет громкостью, в общем-то, процессор. Это во всех вот этих системах речь идет именно о всей линейке. Я рассказываю общие вещи, которые объединяют эти системы к положительным их качествам. Вот. Также здесь заряжено на такие регуляторы громкости, обычно надевают назначают им функцию переключения входов, что тоже очень удобно, между прочим. Ну и USB вход мы здесь видим, замечательно. Ну, я бы, честно говоря, пользовался балансными входами, конечно, при условии наличия у вас балансной звуковой карты с балансными выходами. Уж не знаю, зачем это нужно дома, но в студии это нужно конкретно. Вот. С маркетинговой точки зрения, эта линейка представляет собой очень такой хороший, интересный набор, который призван удовлетворить самого взыскательного пользователя. Ну, допустим, если у него дома за 1 000 000 фунтов рублей, гривен, долларов акустическая система есть, но за столом он тоже хочет слушать музыку, так вот, за стол ту систему не поставишь. За стол надо ставить нечто более компактное, умеренное,
и играющая на небольшом уровне громкости, потому что не всегда за столом рев нужен, другими словами, он никогда там не нужен, как правило. В таких случаях приходит на выручку именно вот такая так называемая мультимедиа акустическая система или просто активная компактная акустическая система. Вот за это, собственно, идет борьба. И, между прочим, так как их продается, там, скажем, раз в 100 больше, чем большие напольные акустические системы, способные удовлетворить самого взыскательного пользователя, то и борьба за качество вот этих вот маленьких систем идет совсем не шуточная. То есть то, что вы видите, это есть шедевр, который смогли сделать несколько коллективов разработчиков с целью дать вам из маленького объема, повторюсь, в акустических системах объем акустической камеры играет решающее значение. То есть проще всего получить качественный звук из большой камеры, а из маленькой труднее всего. Вот, собственно, за это борьба и идет, чтобы сделать эти системы чуточку лучше или чуточку дешевле. Так вот, с маркетинговой точки зрения, вот эта линейка представляет собой очень удачный сет, из которого можно выбрать на свой вкус, под свои запросы. Вот нужен вам Hi-Res, значит, вы конкретно обращаете внимание на вот эту и вот эту систему. То есть это S880, а вот это вот S3000, потому что у этих Hi-Res нет, соответственно, обращать внимание как бы на них вы не будете. Если вы не столь критично относитесь к Hi-Res, кстати, где вы берете контент, я понятия не имею, потому что студийные пульты не пишут с таким разрешением. Но это отдельный разговор. Итак, если вы не критично требовательны к Hi-Res, а вас устраивает набор входов стандартные, скажем так, это аналоги цифра, то вы выбираете из этих 4 систем, что еще их отличает. Ну вот, например, я вижу титановый твиттер, металлический диффузор басового динамика. Вот, и вижу планарный твиттер. Это уже первый небольшой, но очень серьезный шаг в сторону ленточных твиттеров, которые вообще закрывают вопрос звучания на высоких частотах. Тоже металлический диффузор басовика. Ну и как шедевр идет вот этот комплект, который сделан по максимуму качества, насколько уверяют производитель, разработчик. Все эти системы я рассматривал в обзорах. Если вас интересует какая-то именно, то вы можете вернуться к обзору и просмотреть его еще раз. Я бы не хотел повторяться, я просто хочу сказать, что степ-бай-степ, то есть шаг за шагом, линейка развивает тему качественного звучания в двухполосном дизайне, в умеренном объеме камеры. Вот перед вами они все стоят. Я даже не владею ценами, не знаю, сколько они стоят, но совершенно очевидно, что по нарастающей они должны стоить. Хотя, между прочим, в акустических системах, если система играет с таким же качеством, но имеет меньший объем, она обычно стоит и дороже, соответственно. Ну, здесь, я думаю, класс звучания примерно одинаков. Опять же, выверен с маркетинговой точки зрения, чтобы не переборщить. Потому что масло масляное тоже не нужно. Ну, в частности, я не очень хорошо понимаю, зачем нужен Hi-Res для таких небольших систем. Востребован ли он? Ну, есть, наверное, золотые уши, которые слышат, и для них адресованы именно эти модели. Кстати, этот вкус воспитывается, поэтому если вы всерьез займетесь аудиофильством или хотя бы меломанством, то со временем у вас разгорится аппетит, и вы будете высказывать уже осмысленные требования к акустической системе или претензии к имеющейся акустической системе. И тогда сможете, возможно, и аргументировать желание иметь Hi-Res в своей акустической системе. Ну, в принципе, друзья мои, я вам скажу, что вы можете Hi-Res добиться и от своего компьютера, то есть не обязательно иметь его на борту прям. На борту он закрывает ряд вопросов. Ну, например, если у вас ноутбук и вообще никаких там выходов толковых нет, какие-то убогие с неотключаемой коррекцией, которые уродуют звук, то вы тут сможете, конечно, расправить плечи как бы с Hi-Res, с USB входами, я имею в виду. Далее, ну, планарные твиттеры у этих двух моделей мы уже отметили, это очень хорошо. Балансные входы тоже отметили. Дизайн, адаптированный для дома, отметили. Остается только
сравнить это все с, например, вот этим трифоником. Он выполнен по тем же самым технологиям, что и представленные двухполоски, но является по сути трехполосной системой. Но посудите сами, у него есть один сабвуфер, назовем это низкочастотным звеном, общим для обоих каналов, но тут беда невелика, потому что на стереоразделение на низких частотах проявляется все меньше с уменьшением частоты, с понижением частоты. И ниже 100 Гц, скажем так, вообще не проявляется, ну практически, кроме каких-то особых спецэффектов. Ну, для спецэффектов нужны спецденьги, которые надо потратить на спецсетап, не так ли? Мы говорим о стандартном решении, популярном решении, и вот это один из них. Вот эта модель называется S360 DB, насколько я помню, от Edifier, в которой тоже стоят самые последние аудиопроцессоры, кроссоверы цифровые с разделением довольно серьезным, то есть на каждый динамик работает свой оконечный усилитель и выделяется полоса очень четко отслеживающая возможности динамика. Она не скормит ему больше, чем он может переварить, или это имеет смысл, допустим. И это очень важно, потому что излучатель, как капризная женщина, ты не тот цветочек подарил и получил вечером не очень хороший результат. Ну, то же самое со звуком от акустической системы. Если вы подали на планарный твиттер слишком низкую частоту, он захрипит, зателепается, и на этом фоне кристально прозрачные высокие частоты, которые могли бы быть, будут не столь кристальные, не столь прозрачные, с каким-то дребезгом обидным, допустим. Что меня немножко удивило в этой системе, что они с фазоинверторами. То есть это говорит о том, что у них довольно низкая рабочая частота. Значит, сабвуфер резан совсем низко, то есть как хай-фай, как приличный, ну, там, не знаю, студийный или хай-файный саб, он может работать до 50 Гц, допустим, там, или до 40 даже Гц. Это говорит о очень высоком классе. Но тут мы говорим о общем классе, соответственно, ценовой категории, которая не стоит, ведь не может же быть класса больше, чем он стоит, не так ли? Так вот, это довольно неплохой трифоник, скажем, трехполосная акустическая система в противовес вот этим вот двухполосным акустическим системам. Это, конечно, позволяет ей, например, иметь более детальное звучание в среднечастотном голосовом диапазоне. Ну, сами посудите. Если вот этот динамик воспроизводит бас-гитару и бочку, барабан, и на этом фоне поет человек, то динамику приходится удовлетворить тем и другим требованиям и иметь большой ход, и в то же время довольно нежно и трепетно передавать вот те самые нюансы звучания человеческого голоса, которые мы так ценим в звуке. Здесь же задачи разделены. Бочка и бас-гитара работают в основном здесь, ну, по крайней мере, поршневой режим обеспечен, обеспечивающий тот самый панч, который мы ждем от акустической системы, работает здесь, а голос работает здесь. А сибилянты работают здесь. Обертона и прочее, то, что тянется до 20 кГц и выше. О том, что зачем выше и вообще зачем 20 кГц, это отдельная история. Я часто в обзорах об этом говорю, но вопросы появляются с завидной постоянностью. Зачем мне 20 кГц, когда я не слышу больше там 15-16. Не надо слышать, там никто не играет и никто ничего не слушает. Но просто на краях диапазона любой динамик, любой преобразователь электромеханический, любой, скажем так, механизм работает хуже, чем в своем крейсерском режиме, в каком-то основном режиме. То есть на краях диапазона и снизу, и сверху динамики работают на износ с большими искажениями, растущими. Чем выше частота, тем больше искажений и несоответствие форме сигнала входному. Поэтому, если вы хотите иметь кристально чистые 8 кГц, то в логарифмическом масштабе 16 кГц находится вообще рядышком. Ну и 32 тоже еще ближе к 16, чем 8 к 16. Поэтому, намекая на то, что ленточные твиттеры, имеющие диапазон частот до 40 кГц, призваны работать очень хорошо в диапазоне 10, 12, 15 кГц. Вот ради этого их и ценят, собственно говоря. Здесь, кстати, в этих моделях, две модели, даже три, имеют эти планарные твиттеры, которые аналогичны ленте по общему классу, но учитывая ценовой диапазон, это все-таки умеренного цена акустика. И здесь также применены
планарные твиттеры, которые, ну, многие отмечают лучше, чем купольные. Хотя купольные здесь тоже, скажем, прямо не детские такие. То есть это титановые куполочки, которые очень неплохо справляются со своими задачами. Дизайн также, вы видите, одинаков в грилях. Они практически прозрачны на вид, очень красиво смотрятся, все снимаются. Но они все-таки служат механической защитой, препоной. Если какая-нибудь деточка захочет пальчиком ткнуть, это многим довольно важно. Некоторым не важно, некоторым важно. Это их объединяет. Ну, вообще говоря, они вышли из одной дизайнерской обоймы, как бы. То есть одни люди работали над дизайном этих всех систем. Конечно, S880 малышка отличается внешне. Ну, видимо, у маркетологов были какие-то свои планы. Они ее точили под какие-то свои задачи. Итак, этот трифоник, может ли он конкурировать с этими четырьмя моделями? Да, может, по глубине басов, по детальности средних частот. Все это очень хорошо. Но я бы выбрал все-таки 2.0 систему, потому что я просто привык к чистому аудио, чистому стерео. Точнее говоря, даже к моно я привык больше. Но это мои радости, я не настаиваю. Просто меня иногда спрашивают, а что бы вы выбрали? Ну, во-первых, я ничего бы не выбрал, у меня нет таких колонок. Мне просто не надо. У меня другие. Не дорогие, нет. Это отдельная тема, неважно. Вы спросили, я ответил. Вот. А среди этих моделей я готов был бы порекомендовать любую, но при каких-то обстоятельствах. Вот у двух моделей здесь есть, даже у трех, потому что трифоник тоже имеет хорез. У трех моделей есть хорез, у двух моделей нет хорез. У трех моделей есть планарные твиттеры, у двух моделей нет. Зато у них есть титановые твиттеры. Балансные входы есть у двух моделей. То есть от ряда факторов дизайн. Некоторые приемлют вот такой дизайн а-ля Sonus Faber, некоторые не приемлют. Некоторые говорят, что вот это очень хороший дизайн. Да мало ли требований, сколько угодно может быть. Вот, например, пульт. Давайте поговорим о пультах. Я тут специально отложил с тем, чтобы вам показать. Вот какой пульт вы бы выбрали. Это пульты от этих моделей, я вот сейчас не помню какой от какого, по-моему, это от трифоника. Все-таки пульт. Да. Читаю в комментариях, что какой ужасный пульт, он маленький, он потеряться может. Ну, не знаю, на нем нет каких-то регулировок. Да. Этот другой человек ругает, такой пульт, говорит, что ему такой лапать не нужен, он ничего вообще не управляет, им не надо ему вот это вот плеерные функции перемотки и так дальше. То есть, уверяю вас, что примерно с результатом 50% вот эти вот два концепта делят радости наши с вами, то есть почитатели половина выберет это, половина это. Ну, вот это, скорее всего, выберут люди, которые больше внимания уделяют визуальному ряду, то есть как оно выглядит, чем что оно умеет, допустим, или не умеет. Довольно симпатичная вещь, на мой взгляд, современная. В конце концов, дизайн тоже должен меняться. На этом, пожалуй, все, ребята. Я сказал все, что мог. Наверняка есть еще вопросы по каждой из этих акустических систем в плане выбора, но посмотрите, пожалуйста, обзоры на эти системы. Также я предлагаю серию сравнений, батлов так называемых, в которых сталкиваются эти и другие модели на предмет звучания в первую очередь, но некоторые я снабжаю аналитическим анализом. За сим пока. Счастливо, ребята.